Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас часть 2, продолжение по переуплотнению двигателя ОМ642, замена прокладок теплообменника. Смотрим видео, ставим лайки, пишем комментарии. Ссылка на канал Артема будет под видео. Ну что же, пришли ко мне запчасти. Можем, в принципе, снимать сам охладитель, производить замену прокладочек и осуществлять уже сборку. Единственное, что я снял два коллектора выпускных с левой и с правой головы. Не получилось у меня на месте не выварить заломанные болты, не высверлить их, потому что вот эти части крепления, именно там, где болты, они на таких маленьких гофрочках стоят. Невозможно упереться, ничего невозможно сделать. Поэтому снял, высверлил. Попозже все покажу, как у меня получилось. Ну, в принципе, все довольно просто. Коллектора снимаются просто. Вот видно защиточка. Открутили защитку с одной стороны. Со второй к болтам легко подлезть. Единственное, что по левой стороне надо бачок гидроусилителя руля снять, отодвинуть в сторону. Там 3 болтика. Ну и, в принципе, доступ есть. Ни особых проблем вообще не испытывал. Итак, что я получил по запчастям, что я заказывал. Ну, сами вот проблемные прокладочки. Я не знаю, будет виден номер, не будет. Это вот оригинальный номер прокладочки. Вот новые прокладочки. Ну, их 2 штуки надо под охладитель, они стоят. Раз, два. Вот новые уже прокладочки у нас идут какого-то такой типа фиолетовый цвет, а старые еще оранжевые. И вот в этих оранжевых прокладочках крылась вся беда. Не выдерживали они тепловых нагрузок и начинали течь. Что, в принципе, произошло и на этом двигателе. 2 прокладочки. Две прокладки под турбину, то есть одна, которая устанавливается на блок, это вот эта вот большая, и прикручивается к ней переходничок, а здесь уже турбина прикручивается к этому переходнику. Плюс соединительная втулочка. Вот так она выглядит. Между 2 половинами впускных коллекторов с левой и правой. Заказал, для чего, ну, мы не разбирали, коллектора не рассоединяли, но предстоит мойка, чистка, я их разберу и хочу поставить все-таки новое, чтобы полностью обезопасить и дать гарантию на свою работу, что никаких проблем не будет, там течь не будет, все будет отлично. Поэтому заказана новая втулочка, будет установлена. Также во время снятия и разборки я видел, что на патрубке подачи воздуха на турбину вот эта резиночка у нас порвана и разбухла, она уже наполовину по ширине вылазит за пределы края воздушного этого патрубка. Я ее заказал новую. И 2 прокладки под каждый из впускных коллекторов. То есть не 2 под каждый, а по одной под каждый коллектор. Ну что же, давайте теперь приступим непосредственно к снятию маслоохладителя и замены прокладок. Маслоохладитель у нас крепится 10 болтами под торг 130. Откручиваем их и демонтируем сам маслоохладитель. Опять же, обратите внимание, я все здесь вычистил, чтобы у нас никакой грязи не было, ни масла не оставалось, чтобы у нас в каналы масляно ничего не попадало. Маслоохладитель сняли, сейчас здесь подготовим поверхность, удалим вот это все масло, антифриз, ну, по максимуму, чтобы у нас было здесь все чисто, сухо подготовлено. И также поверхность прилегания чуть-чуть почистим, там, я не знаю, там, 500-й наждачечкой, и чисто в местах прилегания колец. Вот эти нас 4 отверстия интересуют.
И также вымоем сам маслоохладитель, прокладочки старые снимем. Почистил я охладитель, посадочный также вычистил, на блоке тоже все подготовил. Мы можем переходить, в принципе, к установке. Единственное, хочу еще показать старые, новые уплотнительные, вот эти вот двойные кольца, чтобы было видно и понятно проблему, ну и как следствие вот оно решение. Как и говорил, старые кольца у нас оранжевые, новые такие фиолетовые какие-то, пурпурные, не знаю, как они называются, цвет. Посмотрите, вот у нас старое колечко. Справа у нас отверстие, вот это вот кольцо было под подачу масла, а слева вот это под антифриз. Не знаю, видно на видео, надеюсь, видно, но правое кольцо вот сейчас, после там пробега определенного, не знаю сейчас даже сколько пробег, оно намного тоньше, чем левое. Это вследствие, не знаю, там износа, температуры, какой-то недоработки, но факт остается фактом. Вот оно ужимается, грубо говоря, и начинает течь. То же самое у нас и со второй прокладочкой. У нас правое кольцо вот это масляный канал, это водяной. Также видно, что масляный канал у нас прокладочка уселась. Ну и вот новая прокладка, она видно заметно толще. Естественно, тут уже учтены и доработаны нюансы и проблемы, которые были со старыми кольцами. Ну что же, можем, в принципе, приступать к сборке. Прокладочки устанавливаем. У меня маслоохладитель стоял в вертикальном положении, там ночь отстоял, все слилось. Но даже если при установке у нас попадет капелька масла или антифриза, не столь страшно. У нас поверхность здесь не ставится на герметик, нам не обязательно, чтобы было 100% все обезжирено. Устанавливаем полуколечки, вернее не полукольца, а тут двойные вот эти вот кольца. Проверяем, переворачиваем сейчас маслоохладитель, чтобы они не выпадали, и переходим к установке на блок цилиндров. Болтики наживляем, зажимаем от центра по кругу, как любую плоскость, или крест-накрест. 10 ньютонов на метр нам усилия будет достаточно. Поехали. Маслоохладитель установлен, зажат усилием 10 ньютонов на метр. Далее переходим к впускному коллектору, вернее к двум коллекторам. На данном этапе впускной коллектор выглядит у нас вот так. Я его еще не мыл, не чистил, но хочу этим заняться, естественно. По втулочке, которую я заказал, вот по этой. Она находится вот здесь, соединяет левый-правый впускные коллекторы. И я ее, вот про что говорил, хочу поменять, потому что такая вещь, из-за которой потом не хочется второй раз производить кусок работы, если вдруг здесь потечет. А здесь у нас система охлаждения, бегает антифриз. Рассоединю коллекторы. Здесь оно просто расходится вправо-влево, аккуратненько покручивая. А здесь я просто сниму тягу с заслонок правого коллектора по ходу движения и с самого мотора привода. У нас мотор привода можно будет открутить. Здесь два болтика. И вместе с левым коллектором демонтировать.
После чего все помою, почищу, по поверхности все подготовлю и произведем замену вот этой соединительной втулочки. Покажу, как и что. И будем устанавливать коллектор на двигатель. Ну что же, все вымыто, подготовлено. Здесь поверхности прилегания также я почистил. Все, что мог по нагару, изнутри также вычистил. Куда есть доступ у меня. В общем, подготовил по максимуму к дальнейшей сборке. Да, и здесь по рассоединению, мне не пришлось заниматься тем геморроем, который я говорил изначально. Я помыл, посмотрел, тут крепление яблок, в принципе, относительно простое. Просто надо знать, как к ним подойти. Вот у нас здесь два усика, мы их сжимаем, два усика выходят. Нажимаем и вместе вот с этим внутренней белой частью мы достаем яблоко и вот эту часть. Вот получается у нас яблоко обжимает вот две такие штучки, дырючки, которые выполняют роль и стопора, и посадочного для яблока одновременно. Так что в плане разборки, таким методом довольно просто. Что делаем теперь? Теперь нам необходимо все собрать. Собственно, сама втулочка, сам переходничок. Достаем, промазываем колечко антифризиком, чтобы у нас легче заходили. И аккуратно покручивая. Сначала в одну часть устанавливаем, потом во вторую. Устанавливаем и защелкиваем в посадочном яблоко. И устанавливаем прокладки на сами коллекторы. Как я уже говорил, у нас прокладки одинаковые, что на левый, что на правый впускные коллекторы. Имеются вот такие вот зацепчики, которые устанавливаются в отверстие. Это для того, чтобы у нас прокладочка не падала. Устанавливаем одну прокладку. Переворачиваем, обезжириваем вторую часть коллектора и устанавливаем вторую прокладку. Итак, коллектор у нас полностью готов к установке. Переходим к автомобилю, к двигателю. Там я уже тоже все подготовил. Скотч снял, которым закрывал отверстие. Почистил поверхности прилегания, обезжирил. В принципе, переходим и будем устанавливать коллектор на двигатель. Как я и говорил, у меня на двигателе уже все подготовлено. Устанавливаем коллектор, наживляем все болты и зажимаем усилием 16 ньютонов на метр. Проходимся, 2 раза проверяем, чтобы у нас все болты были затянуты. Сейчас я скину фоточку, в какой последовательности затягиваются болты. И в принципе можем приступать к установке впускного коллектора.
Впускной коллектор установили. В принципе, это такая самая трудоемкая операция, наверное, была в плане затягивания болтов, последовательности. Остальное довольно-таки просто собирается в обратной последовательности, как обычно. Начнем с выпускных коллекторов. В разборке не было показано, потому что, в принципе, для замены именно прокладок маслоохладителя сами коллекторы снимать не надо, выпускные. Я их снимал, высверливал вот с этого отверстия болт. Ну, здесь так еще плоховато получилось. На втором идеально просто. В общем, только для этого снимал, чтобы спасти сами коллекторы, восстановить резьбу. Болты обламываются здесь довольно часто. Просто закусывает резьбу и ни на откручивание, ни на закручивание не идет. Пробовал я по месту вываривать. Тоже без шансов. Резьба-то все равно кусает. Грел. По месту ничего. Только снятие в тесочке и хорошим сверлом. И после метчиком. В общем так. Значит, начинаем с коллекторов. И погнали все, как всегда, в обратной последовательности. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если видео понравилось и было чем-то полезным. С вами был Артик. Пока.